Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех с наступившим 26-м годом. Как говорится, полноценная, полнокровная рабочая неделя 1-26 начинается. И возобновляем наши встречи с разными гостями. И начинаем с Полиной Реутовой, оптимистки в штатском. Она на связи. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья и враги. С наступившим всех Новым годом, с наступающим Рождеством. Да уж, ну что, такой яркий, прям метеор пронесся над геополитикой мировой в самом начале года. Трамп активно раздает комментарии, и, в общем, как бы обсуждается ситуация с дальнейшими его действиями. Ну, после Мадуро. Мадуро катают по Нью-Йорку, в Манхэттене будут его судить. Ну, а, собственно, вице-президент Венесуэлы, как говорится, с такой миролюбивой риторикой обращается к американцам, мол, давайте сотрудничать, войны никому не надо. Но сам факт того, что произошло, как американцы отбомбились по Венесуэле, выкрали Мадуро, привезли его, так сказать, к себе и стали судить, вызывает очень серьезное геополитическое напряжение. И оно нависло, по-моему, над всем миром, потому что сейчас, например, одни говорят, вот Путина так бы выкрасть, другие говорят, Зеленского так бы выкрасть. Тут громкий президент Колумбии, а Трамп прямо говорит, что ой, да и президента Колумбии можем выкрасть. Короче, пошел мир в разнос. Каких-то заседаний, каких-то, не знаю, там, оценок, суждений. Мы, конечно, видим что-то в прессе, но по большому-то счету никто особенно на Америку рот не открывает. Почему? И что это означает для мира, вот такое начало года? Как вы его оцениваете? Ну, потому что Соединенные Штаты себя позиционировали на протяжении десятилетий как центра мировой демократии и морального камертона, который определяет правила игры. И все с этим радостно соглашались, преимущественно потому, что Соединенные Штаты являются одной из ведущих экономик мира, их национальная валюта является мировой резервной, у них широкая экспансия имперская, в том числе военная, по всему миру развернутая, это НАТО. А НАТО, будем честны, это не столько альянс, сколько филиал Пентагона в тех странах, где оно располагается. И эта совокупность факторов, она прямым образом влияет на восприятие происходящего мировыми игроками, а именно на поведение американской администрации. То есть, если демократы ранее на протяжении длительного времени, будучи при власти уже после Буша-младшего, демократы были при власти длительное время, определяли политику как права человека, суверенитет. Правда, постоянно это нарушали под разными благовидными предлогами, но тем не менее. То есть иное было позиционирование публичное. Делали они ровно обратное, как правило, но позиционировались иначе. Теперь они так позиционироваться даже таким манером перестали. И картина, вежливо говоря, непривычная получается для мировой общественности. Единственное то, что в наших широтах, так сказать, прямо и давно и системно, потому что мы не являлись зоной влияния Соединенных Штатов, у нас прямо и системно говорили об этом глобальном лицемерии, о том, что слова с действиями, вежливо говоря, не соотносятся. То есть для нас это ничего нового, а для тех... Вот это даже, кстати, очень заметно по немонолитной реакции так называемого Запада коллективного. Что даже Фица выходит, а Фица – это номинальный конфидент МАГА, почти как Орбан, да, в этом Еврорейхе. И он выходит, называет ситуацию авантюрной, говорит, что он это не поддерживает. И одновременно с тем один из главных оплотов антитрамповской открытой глобалистской коалиции Макрон выходит и пишет в Твиттер, что, собственно, действия такие весьма и весьма он лично поддерживает. То есть, получается, у нас, так сказать, фокус смещается чисто в публичной плоскости. Но
как бы мы к Соединенным Штатам не относились, в том числе из Российской Федерации, да, отрицать глобальность влияния этой страны на мировой геополитический контур глупо. Поэтому и реакция Ну, соответствующая. как бы никакой реакции, Полина. Тоже давайте оценивать Нет, нет, глобальный давай, беспредел. смотрите, Ну, вот давайте это, так. это беспредел, безусловно, да, даже никто не спорит. То есть у меня в этом отношении я подробно описывала свою позицию. Я считаю это беспределом. Беспределом даже не в той части, какой метод применим в данном случае решения вопроса, а в той части, в отношении кого он применяется. То есть если мы берем Мадуро, он многим не нравится, он по ряду серьезных причин, хорошо. Но выборы он не отменял, выборы проходили, ряд государств это, так сказать, результаты признали. Тем более я, как гражданин Российской Федерации, рассматриваю эту ситуацию как то, что выкрали нашего вообще-то военного и политического союзника. То есть я по определению не могу это поддерживать. Если кто-то... Вот Зеленский, кстати, очень смешно было, что когда он намекнул, типа, Соединенные Штаты знают, что делать с диктаторами. Да, намекая на Путина, но если так посмотреть внимательнее, то это больше применимо вообще-то к Зеленскому. Потому что Владимир Путин тоже выборы не отменял, мировая общественность его единолично, по-разному к нему относясь, признает. Это президент ядерной державы, это президент сверхдержавы империи. И в данном случае рассматривать ситуацию, что там наше первое лицо кто-то выкрас, ну, может быть, и хотели бы, но вряд ли могут. У Ну, нас тут все-таки понимаете, спецслужбы какая тоже история? работают. Тут же получается, Зеленский смотрите, почему-то... Сейчас, секундочку, я завершу мысль. Просто, чтобы не говорили, что мы подобное с подобным сравниваем, там, при всем разном отношении к Мадуро, у Мадуро где-то в миллиард раз больше легитимности, чем у Зеленского, у которого полномочия закончились еще в 2024 году, и который по всем признакам является подлинным диктатором, и чья власть не обеспечивается даже внутренним законодательством, не говоря о внешней легитимации, которая происходит только через рукопожатие, фотографии с разными гопниками-маргиналами из Европы и очень мнимым, скажем так, признанием, да, мы сейчас более про Зеленского декларативным. отдельно поговорим, это прям очень важно. Я хотел бы все-таки, Да. ну вот, как бы подвести черту под этой темой. Она, конечно, принципиально важна и, наверное, будет в развитии еще, ну, как дамокловым мечом висеть. Сейчас вот какая история, да, над ИО президента, да, висит этот дамоклов меч войны. Мол, если что, то мы как бы будем воевать с вами. Заявления со стороны Америки звучат, ну, такие, очень резонансные. Рубио выходит в эфир, и ему спрашивают, ну, задают вопрос, его спрашивают, а зачем, мол, нужна нефть венесуэльская Америке? И он говорит, зачем Китаю их нефть, России их нефть, Ирану? Это, мол, Запад, мы здесь живем. Сам Трамп отвечает на вопросы, но это же не надо лететь 24 часа на самолете, это наша, это как бы наша вотчина, это вот она, Венесуэла. Их задний двор, как они считают, доктрина Монро. Венесуэла возвращается в родную гавань, называется, понимаете? Мгм. Причем там Россия, Китай и Иран должны убраться отсюда, говорит Рубио, потому что западное полушарие принадлежит нам, и за пределов нашего полушария не разрешается находиться на территории Америки. Обама и Байден выдумывали предлоги о демократии, заворачивали империализм в красивую медийную обертку с помощью подконтрольных СМИ экспертов, а Трамп просто не стесняется и обходится без спичей о правах человека и демократии. Ах, как сказал. Но тут люди, которые плюс-минус трезво посчитали и посмотрели на карту, и сейчас же очень много этих, ну, разной инфографики, разных данных, да, где больше всего нефти. И вот так вот прикинули, и, слушайте, а Америка везде бомбит, где есть В нефть. Венесуэле где-то, в Ираке, да, Смотрите, везде совпало. Венесуэла бомбит, Иран, Ирак бомбит, Кувейт, да, тоже бомбили в свое время. Собственно, там, ну, Ливия, Нигерия, это вот тоже совсем недавно все происходило. Россия тоже.
ну, тоже ее бомбят. Нефтеперерабатывающие заводы, вот эти магистрали, санкции наложены, накладываются Америкой непосредственно. Но как бы руками Украины тоже идет вот такая, как бы, ну, не то что бомбежка, но атака. Достаточно серьезная. И поэтому тут вызывает как бы такой, знаете, ну, легкий признак недоумения на лице. Да? Так какую политику проводит Трамп в отношении нефти и чего он добивается? Важнейший вопрос. Вот смотрите, окей, там, доктрина Монро, нефть, значит, у кого есть нефть, ну, те, кто с нами не дружит, мы их так или иначе бомбим. Ну, Саудовскую Аравию не бомбим, они же там, типа, друзья, да, вот и все. А зачем ему концентрация нефти такая? Изначально во всех учебниках истории, и вы как историк в том числе, не дадите соврать, что давайте так, собирают вот эти ресурсы, да, вот это ГСМ, вот эту нефть ровно для того, чтобы начать какую-то мировую войну. Да? Это как бы нефть тоже, как и деньги, кровь войны. Так к чему готовятся американцы? Американцы, ну, я не знаю, какие планы у Министерства теперь войны, как оно там называется, кстати, симптоматично, да, Министерство войны. Какие планы там, я не знаю, но если рассматривать ту логику, которую вы перечислили, по большому-то счету ничего не поменялось. Они как лезут туда, где ресурсы, вот это черное золото, так называемое, под разными предлогами, так и продолжают. Просто сейчас поменялось обоснование. И все, больше ничего. Раньше они рассказывали про демократию, про международный терроризм, безусловно, который имел место быть, тут мы не отрицаем. Здесь целеполагание, вот в чем вопрос. Когда рассказывают про борьбу с международным терроризмом, но борются с международным терроризмом почему-то в тех точках на карте, где наибольшая концентрация, значит, нефти. Здесь возникает вопрос о подлинности мотивов. Сейчас, как мне представляется, их легендирование тоже не безупречно, потому что если вы говорите про доктрину Монро, которую вы там возрождаете, модернизируете под сегодняшние реалии, и одновременно с тем говорите о необходимости, скажем, контроля Гренландии, но я так открываю глобус просто ради интереса, думаю, может, мне маразм разбил, и я зря золотую медаль в школе получила, у меня по географии вроде как 5 была. Где же вот Гренландия граничит с Соединенными Штатами? Ну, если смотреть на концепцию доктрины Монро, да, вот в их части глобуса они обеспечивают свою гегемонию. Тут обнаруживается, что 4500 километров по прямой, как пол Европы пролететь расстояние, да? Трамп-то говорит при этом про безопасность, а доктрина Монро, она же про безопасность в первую очередь. Что американцы обеспечивают безопасность, там, они как преимущественно морская, они континентальная держава, у них слева-справа океаны, а то, что там на севере и на юге сухопутная часть границы и вот эта часть, значит, континента, они как гегемон, полагающий себя вправе, контролируют вот эти территории. А вот Гренландия, она несколько в другой точке на карте. Если мы дальше посмотрим и на Ближний Восток, куда американцы очень активно лезут со своими якобы миротворческими потугами, но это немножко тоже другая точка на карте. Я, конечно, понимаю, Кушнер, там дружба там, в десна с этими самыми, с израильтянами, это все понятно, израильское лобби и так далее. Ну, не рассказывайте вы тогда про доктрину Монро, придумайте себе другую легенду, ну, потому что выглядит немножко странно. Если взять наш региональный конфликт украинский, да, тот же Рубио выходил, словами через рот пояснял, что мы ведем прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины. Это прямая цитата. Потом вы выходите, рассказываете этот же Рубио, потом через несколько времени говорит, что это не их война, хотя еще непродолжительное время назад он рассказывал о том, что они ведут прокси-войну с Россией. Потом через день выходит его начальник Трамп, рассказывает, что это не его война, но они отчаянно лезут
значит, в этот кейс, только теперь уже не как некоторая структура, которая Украину поддерживает, как демократ, а как посредник. Хотя сами признались, что они ведут прокси-войну с Россией. Но если опять на глобус посмотреть, ну, Украина, вежливо говоря, под доктрину Монро тоже не очень попадает. Также можно отнестись и к присутствию американцев в Западной и Восточной Европе, например. Плюс они крайне заинтересованы в своих присутствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тоже, вежливо говоря, не очень доктрина Монро, чисто если опять на глобус взглянуть. То есть легендирование не безупречно. Вот когда они рассказывали про демократию, ценности и всякую прочую лабуду, это выглядело гораздо приличней. И делали все то же самое, что сегодня, ну, только, может, с меньшей степенью наглости. Потому что, ну, хотя, если про Саддама Хусейна вспомнить, тоже спорный момент. Ну, в общем, придумывают некачественные, как мне кажется, легенды для обоснования собственной агрессивной имперской милитаристской политики. Поэтому в данном случае особо ничего не поменялось. Поменялось только то, как они это артикулируют и объясняют свои действия немножечко. Они просто меньше начали вот эту историю намазывать про то, что людям про демократию, ценности и т.д. Они прямым текстом фактически говорят, это наш вотчина, наш задний двор, значит, мы реализовываем свою внешнюю политику так, как мы ее видим. Вот мы вам на 28 страниц даже документ «Стратегия национальной безопасности» написали. Но это применительно к Венесуэле, потому что это хотя бы территориально подходит под то, о чем они вещают. Хорошо, ну давайте а тогда... остальное, ну, такое Давайте себе. тогда бросим Да. мостик и запараллелим историю с Украиной. В каком плане? С тем, как американцы будут проводить свою политику. Сейчас, как я уже сказал, да, власть в Венесуэле говорит, Рубио, выборы не нужны. Вот когда ситуация успокоится, когда условно, скажем так, венесуэльская власть все выполнит то, что должна, по мнению американцев, да, тогда, может, и выборы проведем. Вот эти все, скажем так, беглые и радующиеся, я думаю, вы тоже заметили, что активно глобалистские СМИ публикуют кадры, где там в Буэнос-Айресе или где-то там еще по миру собираются какие-то митинги с какими-то венесуэльцами, которые радуются. Ну, это как бы выставляют эту картинку, что смотрите, как классно, да, вот Мадуро американцы украли, но на них, на вот эту, ну, условно, венесуэльскую либероту Трамп не ставит. Мачадо, он как бы по состоянию на сейчас, мы не понимаем, как там дальше, ну, вроде как он ее отодвинул. То есть, несмотря на то, что она у него украла премию мира в прошлом так это году. месть. В общем, все. Мачадо. Она кричит, говорит, мы готовы взять власть в свои руки, но как бы американцы не спешат. Американцы, видите, как с легитимными дело имеют, тем более военное положение, менять власть как бы не надо, это тоже всем выгодно. В общем, сейчас будут договариваться, тем более, что, давайте откровенно, есть определенные предпосылки, ну, что просто, ну, как бы Мадуро слили. Причем из ближайшего окружения. Там, конечно, рассказывали о том, что охрана, какие-то там погибшие, ну, в том плане, когда этот спецназ Дельта заходил и забирал его. Но есть вот такая версия, что это просто элиты, да, вот окружение, просто слили его, и сейчас будут переформатироваться, перестраиваться. Так а в Украине сейчас, да? В общем, если Венесуэла под угрозой войны с Соединенными Штатами Америки будет делать то, что нужно Соединенным Штатам Америки, то Зеленский под угрозой того, что война закончится, делает то, что нужно опять-таки Америке. Вот эти перестановки и рокировки, которые в последнее время, как из пулемета строчит у себя на сайте указами о назначениях, переназначениях Зеленский, смена Ермака на Буданова. Сейчас вот такая интрига. Малюк написал заявление, не написал заявление, там пересказывает, что в субботу был у Зеленского и говорит, мне там надо еще одну операцию «Паутина» закончить, еще какие-то вещи надо закончить. Ну, он в трудах, герой Украины, Малюк, глава СБУ. Но, судя по всему, и судя по ответам на вопросы журналистов, это тоже решение принято. Складывается вообще впечатление, что условно ЦРУ как бы отбили Украину у Ми-6 сейчас, и идет очень жесткий переформат внутри как бы управления и внутри, собственно, власти Зеленского, где Зеленский уже будет отыгрывать гораздо меньшую роль
чем условно при Ермаке. Как вы оцениваете эту ситуацию и что нам вот эти действия, если типа, предположения и расклады верны, что нам говорит это о планах американцев, да, на Украину? Ну, как мне представляется, американцам важно сохранить эту территорию своей подмандатной, кое они ее полагают. То, что там, зона влияния в существенной части перешла к ошметкам Антанты с центром в Лондоне и Париже, им это было не слишком симпатично, тем более, что нынешняя американская администрация номинально она в некоторый конфликт входит с так называемыми старыми европейскими элитами, вот этими ошметками глобалистов, которым гораздо ближе демократы по совести и по духу, нежели вот эта вот мага-концепция и республиканская манера ведения дел. Я слышала много таких значит, гипотез и рассуждений именно касательно Буданова, что это как иллюстрация того, поскольку у него с американцами хорошие отношения номинально, там они ему как-то доверяют, он как громоотвод от Зеленского выступает громоотводом, с учетом того, что с высокой долей вероятности этого кадра сняли с гарантии, в том смысле, что те гарантии безопасности, личной неприкосновенности, то есть не в том смысле, что мы за тобой там со стороны России, условно говоря, мы за тобой там будем гнаться, тебя искать, из-под земли достанем и т.д. Хотели бы, достали бы, уже также приволокли бы в Москву, довезли бы, уверенно, все есть ресурсы у России. Она просто этого не делает, не потому что не может, а потому что на данном этапе не считает это целесообразным. Или, в принципе, не считает целесообразным, считает, что это беспредел таким манерам. Даже нелегитимных диктаторов похищать. Россия как-то, она, ей это поведение не очень, как бы не то, что не очень, не свойственно. Русские так не делают. Это американская больше манера решения вопросов. Да, ходят слухи, что значит, Буданов выступает громоотводом, чтобы Зеленского не очень, чтобы трогали американцы. Возможно, рассматривают его как какую-то перспективную в каком-то горизонте дальше фигуру, возможно, даже Преемник? принимают. Преемник, да, Преемник. преемник, да, у нас оба варианта рабочие в данном случае, преемника и приемника. Ходят такие слухи, но тут, мне кажется, здесь часто как гадать на кофейной гуще. Тут надо посмотреть на ситуацию в развитии, тем более развитие будет интенсивным. Я не думаю, что это будет какая-то стагнация. Ситуация будет быстро развиваться. Мы в очень скором времени пронаблюдаем, что же это и про что же это. Вот. Но с концепцией, что данный кадр выступает как громоотвод для Зеленского, я, пожалуй, что соглашусь. Может быть, это какая-то компромиссная тоже фигура или какой-то, знаете, очередной надзорный орган. Там, если на БУСАП это официальные надзорные органы, то новый глава непонятной конторы под названием «Офис президента», чьи полномочия не зарегулированы Конституцией, да, но по факту эта структура, она неограниченной властью обладала, мы это видели на примере Андрея Борисовича, то, наверное, какая-то параллельная структура, возможно, какие-то функции выполняющие. Тем более он же еще функции переговорщика выполнял, да, и там ключевые моменты по обмену пленными, и в том числе с российской стороной. Он этими вещами занимался, наверное, его рассматривали как нечто, с чем при соблюдении ряда условий даже россияне готовы общаться, в отличие от Зеленского. Ну, и отвечая также на ваш вопрос, то, о чем я вначале говорила, что легендирование хромает у них, у американцев, и в случае, если они заявляют о том, что они концентрируются на своей части глобуса,
то, по идее, отвечая на ваш вопрос, какие у них должны быть планы касательно Украины, уматывать они отсюда должны. И признавать за Россией как преимущественно континентальной державой право на свою концепцию Монро. Вот, потому что... И, кстати, сравнивать, опять-таки, в этом контексте даже Венесуэлу, Украину совершенно неприемлемо, потому что ту степень угрозы, которая объективно Украина как форпост Запада, прямо на границах с Россией, представляла для России, Венесуэла такую угрозу для Соединенных Штатов anyway никак не представляла, а то, что они там понаписали в качестве выдвижения, какие они обвинения выдвигают, ну, там можно было с тем же успехом выдвинуть обвинение, что Мадуро сотрудничает с властями планеты Нибиру, а Соединенные Штаты полагают, что планета Нибиру – это враждебная планета для Соединенных Штатов, поэтому Мадуро надо задерживать. Там абсолютно любая тема подойдет. Ну и, конечно, удобно туда и оружие, и наркотрафик приплести, ну, потому что все-таки вот эта часть американского континента, она славится вот этими маршрутами и поставками всяких нелегальных вещей, в том числе оружия и наркотических средств, поэтому тут сам Бог велел, как говорится, вот это все приплести. Они могут абсолютно любое обоснование придумать в данном случае. Там, если... важно уточнить определенный Да. момент. Вот эти рокировки и перестановки, которые сейчас проводит Зеленский, министр обороны, типа Федоров, да, который, ну, тоже все технологическая должна быть армия, Буданов, который как бы человек военный, но несмотря на все его разные прогнозы про Крым, ну, мы помним, да, вот эти все вещи, его там комментарии, интервью, он, кстати, совсем недавно говорил о том, что где-то до середины февраля война, а потом, в общем-то, есть окно возможностей, и можно все закончить. Это и военная, и экономическая ситуация, и, в принципе, все к этому ведет и идет. То вот все-таки, как вам кажется, вот эти перестановки, они направлены на ужесточение, эскалацию войны или на разруливание, и как бы она сойдет на нет в плане интенсивности боевых действий и, скажем так, прочего рода вот этих разного рода операций, спецопераций, ударов и разного рода, ну, таких актов войны? Ведь тут же четкий же маркер, да, сегодня был. Это тоже очень странная ситуация. Такого обычно, ну, я помню, может, разок, да. То есть дроны полетели по Украине сегодня, там вырубили Славутич от света, целый город в Киевской области. Еще были удары, прилетело в медицинский, ну, в общем, медицинский центр на Оболоне в Киеве. Но стратегическая авиация поднялась в воздух, и все ждали ракет, да, но их как бы развернули, и они приземлились. Тоже такой как бы специфический случай. Ну, мы точно не знаем, почему и вообще зачем вылетали. Хотели бомбить, не хотели бомбить, что-то произошло, или какая-то, может быть, смена, да, стратегии чисто военная. Но все равно эти все удары рассматриваются как военно-политические по Украине. Так вот, к миру или к войне готовят режим Зеленского, которым явно берутся управлять извне? Так им уже, что значит берутся управлять извне? Примерно всегда управляли извне. Нет, ну я имею в виду американцы. То есть, если там британцы, да, то тут американцы. Ну, тут, опять-таки, мы увидим ситуацию в развитии очень скоро. Пока можно предположить, что американцы пытаются себе вернуть рычаги управления над своим издавна клиентом под названием Украина, на что постоянно упирала Россия во взаимодействии по данному вопросу с Соединенными Штатами. Это и в публичной плоскости проскакивало, в том числе на уровне высших должностных лиц Российской Федерации, что украинский режим, мало того, что он террористический и маргинальный, он еще и не самостоятельный, чуть более чем полностью.
является прокси-силой коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами. Соответственно, решать вопрос на местах должны Соединенные Штаты, которые являются владельцем номинальным этой прокси-силы. С учетом того, что Запад, как мы уже неоднократно отмечали, в последнее время не монолитный, и вот эта глобалистская тенденция, она была переломлена тем, что Трамп пришел к власти, у него другой взгляд на политику и ведение дел, как похоже на слона в посудной лавке, но тем не менее это принципиально иная история. И в большей степени, кстати, отличается тем, что прямым текстом заявляет о своих намерениях, не прикрываясь всякими красивыми мантрами про демократию и права человека. Ну, то, о чем я выше говорила, и даже гордятся этим, что они сбросили с себя эту маску и говорят прямым текстом многие вещи, которые так примерно всем были понятны. Вот. Вполне возможно, да, эту ситуацию перестановки можно будет рассматривать как такой, через элемент давления на самопровозглашенного президента Украины Зеленского, с учетом того, что у американских товарищей достаточно информации, которую в том числе можно и опубличить, и завести парочку дел даже в американских юрисдикциях на этого кадра. Было, наверное, обозначено, что такое развитие событий более чем реально, ежели Зеленский продолжит играться в антитрамповскую коалицию вместе со своими подельниками из Европы, у него могут начаться серьезные проблемы, в том числе, которые, скажем, не обеспечат его не то что нахождение на свободе, а, возможно, даже и живучесть. То есть там уже, наверное, так вопрос стоит. Не то, что будут там коррупционные скандалы, вот мы покажем потоки, кто сколько украл, может, какие-то пленки. Тут же может быть ситуация гораздо более серьезная, инструментов более чем достаточно, в том числе и когнитивного характера, когда можно выпустить энное количество людей, но уже не с картонками, а с огнестрельным оружием в правительственный квартал, более чем достаточное оружие людей, которые с удовольствием это сделают, и во многом по велению сердца даже. Это будет серьезное давление, вынесут вперед ногами из кабинета или из бункера, найдут все равно способ, и никакая британская охрана слэш-конвой в данном случае не помогут, и, возможно, дали какие-то гарантии безопасности и личной свободы на данном этапе, но надо совершить ряд перестановок с тем, чтобы управлять этой кодлой было проще американцам. И как ни крути, если да, они на своей части глобуса довольно пока это выглядит, что эффективно, но во всяком случае красочно исполнили эту историю, теперь возят как обезьяну в клетке на потеху публики. Ну, вообще-то реально беспредел на самом деле, это не является никакой политикой, это чисто воды беспредел. Но тем не меньше они это сделали, никаких последствий за это пока не поимели. Соответственно, демонстрируют не только намерения, но и возможности. Да, на примере Украины, как Трамп не пытался в последнее время, намерений было продемонстрировано более чем достаточно, а возможностей не очень. То есть выяснилось, что там степень управляемости не та, о которой Трамп, вероятно, заявлял своему визави в Анкоридже. И не зря у нас постоянно говорят про дух Анкориджа, всячески, уже даже не намекая, прямым текстом заявляют, что некоторый комплекс договоренностей был там достигнут, которые, ключевые из которых, как мне представляется, таковы, что Соединенные Штаты, раз уж они заявляют, что Украина их клиент, и тем более Рубио выходит, говорит, мы воюем руками Украины с Россией прокси-способом, ну, то есть прямым текстом говорят. То есть наше оружие, наша дубинка Украины, вот мы с Россией воюем. Хорошо, если это ваш клиент, вы с ним и разбираетесь. А разобраться как-то не очень, чтобы и получалось. В последнее время это очень сильно имидж Трампа роняет, не только в глазах России, кстати, а в глазах других его контрагентов в Европе, как минимум, которые не слишком, чтобы очень этого кадра долюбливают и его политику поддерживают. Хотя, кстати, обратите внимание, я уже этого коснулась, как раз его антагонисты, казалось бы, в Европе,
Вот эту всю эту дурь с Мадуро они поддержали. А тот же Фица, на которого я уже сегодня ссылалась, который, казалось бы, к Трампу, вежливо говоря, гораздо более лояльная фигура, сказал, что это авантюра, он это не поддержит ни при каких условиях. Прям вышел и сказал. То есть это тоже интересная ситуация получается. Беспредельщики поддерживают беспредел. Вот мы это увидели фактически, причем не скрывая этой ситуации. Вот, поэтому, да, это, наверное, можно рассматривать как наведение порядка в этих административных единицах, чисто чтобы управление было проще налаживать. Но в случае чего, раз уж Соединенные Штаты продемонстрировали не только готовность, но и возможность физического изъятия из государства там энного неугодного человека, то, ну, не знаю, возможно, и вот этому кадру с глубокой наркотической зависимостью тоже было как-то тонкий намек был дан, что ежели не мы это сделаем, а сделают, скажем, россияне, мы россиянам мешать не очень, чтобы и будем, например, да, ну, условно говоря, гипотетически. Нет, Хотя ну я не думаю, давайте что так, наши собираются этим заниматься, смотрите, я уже подчеркиваю, это не наш метод. тут момент в следующем. Поэтому вполне возможно, да. Тут следующий момент. Ну, давайте так, объективно. Венесуэла не воевала ни с кем. Ну вот, Вот-вот. в плане там, да, были какие-то там по территориям, там что-то референдумы по одной из провинций. Ну, это как Английский бы... язык не запрещала, Ну, то да. есть там все как бы было по-своему, да. То есть, да, там Такер Карлсон, конечно, откомментировал ситуацию в Венесуэле о том, какой там социализм, да, о том, что там что запрещено, что разрешено непосредственно властью, да. И надо брать пример, что там нет условно кредитных карточек с 40%, ну, в общем-то, да, с процентов 40 наценка, да, на эти деньги. Там вот по-другому это все строили. Но нам нужно вот понять, а к чему вообще могут прийти. У нас там заседали с Умеровым из коалиции желающих советники. Потом вот ожидается в Париже некая сходка, встреча вот этих желающих. И насколько я понимаю, да, Трамп там пошел где-то по беспределу, не где-то, официально пошел по беспределу, продемонстрировал, что ему плевать на любую реакцию. Сказал, более того, так мы и колумбийского также можем, чего нет. Да, там вот, вот эти перемигивания, покусывания, правда, в публичном пространстве. Посмотрим, как это все выяснится, и как прояснится с Гренландией, ну и так далее, и так далее. То есть он повел себя так, как он себя повел. Но Европа и вот эта коалиция желающих нужно, чтобы приняла какие-то другие решения по Украине. А время требует от коалиции желающих иных подходов. Сейчас по состоянию, вот, ну, последнее крайнее заявление Зеленского по этому поводу, что, мол, мы хотим, чтобы было перемирие, и французские и британские войска зайдут на территорию Украины куда-то, да, там где-то станут, буферная, не буферная зона, и они там будут находиться. Внимание, без мандата НАТО, там, Европейского Союза, ООН, то есть это не надо. Вот они наши союзники, вот они зашли и как бы обеспечивают вот эти гарантии безопасности и мир, да, перемирие, которое там, к которому идет, ну, которое, наверное, назовут полноценным миром, потому что там сейчас, если честно, мы, по-моему, за последние дни только отдалились от такого конкретного решения вопроса и уже конкретных мирных договоренностей. Но тут же возникает другой момент. Они и до Мадуро не шибко рвались вот эти войска, да, Макрон там то карты рисовал, то, собственно, потом забывал об этом, британцы точно так же, да, нет таких сил, и все это признают. Так, а сейчас как бы политическая целесообразность вот в таком обеспечении гарантий Украине и Зеленскому, насколько, ну, насколько, на ваш взгляд, ну, подходит, что ли, да, подходит под дух, ну, уже не Анкориджа, а дух времени. И вот тут ящик Пандоры, который Трамп, несомненно, открыл. Под дух времени, мне кажется, подходит единственная ситуация, это продолжать затягивать этот процесс. Также под дух времени подходит новый комплекс провокаций с целью спровоцировать Россию на жесткие ответные
действия, которые всем мировым сообществом будут осуждены. Мне кажется, провоцируют прям на неконвенциональное применение силы. Пример провокации мы видели. Это попытка атаки резиденции президента России, которая, по сути, является объектом номер один. Трамп не Это, поверил, говорит, не верю. это не, ну, мало ли, просто как бы другие. Понимаете, в чем дело? Это у вас говорил один из ваших гостей, который у вас по понедельникам, с чем я соглашаюсь, мне кажется, это верно. Ну, вежливо говоря, глупо, странно и не лишено всякого смысла нашему высшему военно-политическому руководству обманывать контрагента из Вашингтона, у которого хорошие разведывательные мощности, и практически любое слово можно не то что проверить, а скорее всего еще до этой беседы обо всем этом раскладе Трамп прекрасно знал, равно как и другие мировые лидеры. То есть говорить можно все что угодно, но даже отчасти украинской стороной вот этими метаниями сначала не наши дроны, а потом дроны наши налетели, они не туда, а рядом. И вот эта вот вся чехарда, если все эти версии сложить в одну, одна противоречит другой, если бы ситуация иным образом выглядела, версии были бы как минимум близкие друг к другу, а друг другу бы не противоречили. Потому что когда одновременно заявляется, что сначала дронов не было, потом дроны нет, были, но Россия сама себя обстреливала, а потом дроны, оказывается, все-таки украинские, но летели не туда, а в объект N, который может быть метров 50 левее от резиденции, как бы. А потом по количеству тоже разные были слухи. Дронов не было, но прилетело не 90, а 20. Но их не было. Но 20 было. Ну и так далее. В общем, здесь, как мне представляется, все предельно ясно. Это была провокация, довольно дерзкая. По большому-то счету, такое полетное задание не особо чтобы отличается от полетного задания в сторону Кремля или в сторону кортежа первого лица, или в сторону борта номер один. По величине и по значимости эти объекты равновеликие. Просто они в разных местах находятся. Вот. Объект номер один. И, как мне представляется, дух времени в их случае – это эскалация и провокация на какой-то серьезный ответ, который, скажем так, можно будет классифицировать как вот мы же говорили, русский краина-агрессор, Ну краина-террорист, хорошо, и дальше значит, и что? так Ну далее. смотрите, не С тем, укладывается логика, чтобы... Полина, не С тем, укладывается. чтобы... Сейчас я Ну, объясню. смотрите, ну Смотрите. давайте так, бахнули орешником или там бахнули тактическим ядерным, куда-нибудь, не знаю куда. Вообще, не дай бог, конечно, но вот что-то вот, все же Или орешника. Зеленскому на голову прилетело. Да ладно, что-то разрушили парламент, условно, или там правительственный квартал, или прям Нет, по это Майдану. ерунда, смысла нет. Ну хорошо, спровоцировали, дальше что? Ну, то есть, понимаете, в чем дело? А чтобы сказать, с русскими невозможно договариваться, они как обезьяна с гранатой, смотрите, какой ужас, кошмар они творят, и все. И чтобы и Трампа вынудить сказать то же самое. Хорошо, Трамп такой, он за словом не полезет в карман. И дальше Вот. что? Понимаете? То есть тут же очень, очень важно понимать... Дальше помешать Соединенным Штатам, так как они на данном этапе видят, закрыть эту ситуацию. И сделать так, чтобы прошло несколько времени, промежуточные выборы. То есть у них сейчас задача тянуть время, провоцируя Россию в надежде, что она какой-то даст такой... Я даже не знаю, какого порядка это мог бы быть ответ, или как они себе там рисуют это в голове, но это должно быть нечто такое,
что прям, ну, все выйдут и скажут: о, кошмар, вот все эти 4 года, это бы, конечно, был кошмар, но это кошмарный кошмар вообще, ни в коем случае мы с этим не смиримся, и чтобы и у Трампа даже, так сказать, медийно не оставалось шансов как-то эту ситуацию переломить в другую плоскость, это все перевести. Вот и вся логика. Эскалация и затягивание времени. Эти вещи происходят одновременно. И все. М, Потому что то была реально серьезная Какие, провокация. И да, какие тогда перспективы переговоров и договоренностей вы видите? Ну, в любом случае, смотрите, мы привыкли, ну, уже, да, там, это Дебальцевский котел, там, Минск, да, там, Иловайский Минск раньше, то есть вот какие-то к переговорам вот как раз вот с к этому и ведут. Международным днем солидарности трудящихся обнимаю, жму руку. Ну, то есть, да, то есть мы это все как бы проходили. То есть какой-то момент пика обязательно каким-то переговорам. Ну, или каким-то там договоренностям, чтобы их или сорвать, или очень серьезно ну, скорректировать, или, Саботировать скорее, ну, да. посмотрим там, или наоборот как-то на каких-то условиях договориться. Ведь все равно же будут переговоры, все это понимают. Вопрос только, ну, 20 пунктов, они еще актуальны в повестке дня, вот те, которые Зеленский. Давайте сначала определимся, а кто субъект переговоров в данном случае. Украина не является субъектом переговоров, и действующие лица, которые сейчас там номинально властные функции осуществляют, Россия их субъектами не признает. Причем не только по своему разумению какому-то. Если открыть, почитать внутриукраинское же законодательство, то мы обнаружим, что они даже по украинскому законодательству субъектами властными не являются. Уже вышел наш министр иностранных дел, сказал о необходимости электорального процесса, чтобы появилась легитимная фигура, с которой нравится она нам, не нравится, не суть. Просто чтобы эта фигура была уполномочена и могла поставить там некоторую подпись, которую даже союзнички сегодняшней Украины завтра не смогут оспорить, внезапно открыв украинскую конституцию, обнаружив, что всю дорогу-то Зеленский нелегитимный был, а мы не замечали. Поэтому мы не признаем, что он подписал, условно говоря. Хоть он завтра, я не знаю, подпишет о вхождении Киева в состав России, на следующий же день выйдет тот же Макрон, Стармер и все эти гопники и скажут, что Зеленский нелегитимен, поэтому мы это не подписываем. Это вот так вот будет, по одному щелчку. Кто является субъектом переговоров? Американцы в данном случае как сторона, которая признала, что они являются стороной конфликта. Они сами это признавали, хотя потом теперь каждый день они это отрицают, говорят, не наша война, но тем не менее, как сторона конфликта, они субъект переговоров. Поскольку Украина субъектом переговоров не является, а являются субъектом, хотя они причем хотят себя такими полагать, Соединенные Штаты, они хотят продолжать думать и показывать всем, что они все еще решают вопросы там, где они их раньше решали. Они перехватила это глобалист тусовка, инициативу, они как будут искать субъект, который признает Россию и который не смогут не признать другие игроки мировые. Ну, в данном случае в Европе. Там Китай, Индия – это другой разговор, там японцы – это по умолчанию будет, а именно те, вот эта маргинальная тусовка, Каллас, Урсула, Мерц, Стармер. Ну, Мелани это ладно, там более-менее еще как-то она с американцами в других отношениях, кто там еще, Макрон, чтобы вот даже вот эти маргиналы, они не смогли не признавать субъектность там некоторого лица, который ведет переговоры, что-то подписывает, что-то согласовывает. Единственный способ – это организация электорального процесса. Причем не через ДИЮ, не путем ограничения в активном избирательном праве
граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации, которых по разным подсчетам, ну, наверное, в общей сложности, если посчитать, сколько людей с украинскими паспортами на территории России, ну, больше 10 миллионов наберется. То есть, и плюс у нас еще есть территория Беларуси. То есть это должен быть такой электоральный процесс, который обеспечит волеизъявление всех желающих, где бы они ни находились, и не через интернет. А не так, что как разыграли историю, да, с молдаване, в кавычках, гениальную, зарубежный участок как надо проголосовал, то, что под 750 тысяч граждан Молдовы в Российской Федерации на них было, там, по-моему, 10 тысяч бюллетеней или что-то около того, а там сколько надо было бюллетеней, даже с избытком, чтобы вот такую тему нельзя было, значит, устроить. Потом электронные выборы, насколько там, говорили разные знающие люди, что и американцы не в восторге от этой идеи, чтобы через ДИЮ что-то делать. Хотя бы, даже если это будет 10 раз честная история, там, предположим, что там будет организовано так, что это будет честно, и реально у всех будет равный доступ там, к этому голосованию, но его просто тупо не признают, потому что ну, сомнительного вида это будет предприятие, да, там через интернет Ну, опять-таки, не проголосовать. признает кто, понимаете, тоже. Вот вы говорите А, там, достаточно того, что не признает Россия. ну вы смотрите, Потому вы что говорите о Россия, субъектности да, переговоров. Россия выйдет, Точно, конечно, точно Россия так выйдет и же скажет, субъекты. Какие что субъекты признают, какие не признают. Если Россия и Америка договорятся признавать, будут ключевое, признавать. ключевое, а вот надо же, чтобы с Россией договорились, чтобы она это признала. Послушайте, ну давайте, ну мы же с вами, мы когда-то, Если я выходит, помню, мы с вами когда-то говорили о том, что ну, то есть Россия тоже хочет признает, хочет не признает. Она делает это из да, своих соображений. Там, к 14-й год сожалению, на Донбассе, понимаете? были плохие эпизоды, да. Порошенко не надо было признавать, это была ошибка, мое убеждение, То я есть это там не скрываю. референдум, ну, мало чем отличается, ну, собственно, да, то есть, ну, его как бы не признали, да, вот, Да, они заметили россияне. референдум на Донбассе, была из-за этого война во многом, тоже согласна, Но это плохо. по сути точно такой Ошибка. же референдум проводился и в Херсонской, Запорожской области, ну, по большому счету, да, российской стороной. То есть тут мы признаем, тут мы не признаем. То есть тут задача, во-первых, Ну, вопроса, референдум, Саш, вы понимаете? смотрите, понимаю, смотрите, еще я-то сейчас то, о чем я говорила со ссылкой на официальные наши заявления. Да, как будет определяться субъектность? Во-первых, было заявлено о изменении переговорной позиции. Далее была немножко эта история расшифрована в той части, что нужны выборы. Причем выборы не абы какие, а чтобы они и в Российской Федерации проходили, и на новых территориях Российской Федерации проходили, чтобы у всех было равное избирательное право. И в таком случае, если это будет обеспечена такая процедура, вот будет новый субъект, который признает Россию. Это было заявлено официально. Это у меня я это не из головы своей взяла, то есть я цитирую, как это официально звучит. И это заявлено как позиция, которая пока, во всяком случае, не опровергалась. Да, вы правы, что история нам демонстрирует. Самые неожиданные могут быть исходы. Казалось бы, когда должно признавать, не признается. Да, хотя мы до сих пор... И, кстати, я критике подвергаюсь у себя на родине за это. То, что мы говорим о государственном перевороте регулярно, да, 2014 года. Одновременно с тем признали результаты этого государственного переворота, тем самым его легитимизировав, признав, что Порошенко является президентом, хотя этого не следовало признавать, если мы действуем в логике, что был государственный переворот. Вот. Ну, об этом история много таких примеров знает. Но на данном этапе то исходим из того, что Российская Федерация заявляет, и о том, мы же приходим к будущим переговорам, да, если
брать и оформлять Украину как субъект переговоров, а не предмет переговоров между Россией и Соединенными Штатами, а речь идет все-таки о том, что Украина как субъект международного права все-таки на карте остается. Другой вопрос, в каких границах, но пока Российская Федерация, во всяком случае, не заявляла о том, что она далее не видит это государственное образование как государственное образование в будущем. То есть, если мы посмотрим и послушаем все заявления официальной российской стороны, мы нигде не услышим о том, что Российская Федерация отрицает, значит, Украину как субъект международного права и как государство, само ее наличие. Она отрицает тех, кто там номинально властные функции сейчас выполняет, и говорит, что они нелегитимны. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, вернуть ситуацию в правовое поле, причем таким манером, чтобы никто ни при каких условиях никак вообще не смог это далее опровергнуть, оспорить и так далее. Потому что если будут приняты решения, которые выгодны в той или иной части, да, и будут зафиксированы как достижение целей геополитических Российской Федерации, будут крайне несимпатичны тем же ошметкам этой Антанты, допустим, или будущим. Все выглядело, вот, чтобы это не, чтобы это нельзя было никак опровергнуть. Симпатично. И чтобы это поддержать. Я так понимаю, в этом тоже есть план. Он прямо на поверхности. Задвигают эту тему с референдумом. Причем это тоже там незаконно, там и про территорию. Ну да, по территориальным вопросам, по-моему, Конституция Украины не предусматривает проведение факт проведения тоже там, да, процедура сама по действующему законодательству. То есть, но его сейчас активно пытаются продать. Там пытаются называть 20 пунктов, вот эти, которые Зеленский, типа поддерживаешь, не поддерживаешь. И это вот как бы нужно, да, вот нужно под этим соусом референдума вот эту как бы переговорную позицию, на которую вот сейчас стоит Зеленский и партнеры из коалиции же, нужно ее как бы легитимизировать под украинский народ. Сейчас вот так, а надо сначала, извините, я перебью. Чтобы был смысл в этом, надо, чтобы эта позиция была согласована как бы с Российской Федерацией, с ключевым актором этого процесса. Нет, смотрите, Саш, смотрите, вот Зеленский может написать. Смотрите, почему нет? Нет, смотрите, тут же какая история. Там, Россия не будет, он же что говорит? Не будет диктовать, как проводить выборы, Россия не будет там, то есть... Будут британцы диктовать, потому что... Да, понимаете? Да, потому что... А тут украинский народ в роли такого там, в общем, опять он перекладывает ответственность. И подкрепляет, как бы, смотрите, украинский народ проголосовал. А вы там признаете, не признаете, ставят перед фактом. Вот 20 пунктов народ поддерживает. Понимаете? Смотрите, Саш, эти 20 пунктов, я уже объясняла неоднократно, их-то можно свести к одному. Из нескольких... Зачем на 20 распыляться? Можно написать, согласны ли вы, что... И пункт 1, и там, Россия, двоеточие, кается, Б, платит репарации, В, самораспускается, Д, деколонизуется. И все проголосуют за. А потом Зеленский выйдет, видите, украинский народ за. Так а смысл в этом референдуме, если это изначально никак не коррелирует с реалиями на земле и с тем, что заявляет как более сильная сторона Российская Федерация? На кой лукавы эти 20 пунктов? Если уж и согласовывать что-то на референдуме, например, для того, чтобы снять с себя во многом политическую ответственность за какие-то будущие решения, например, хотя, мне кажется, на Зеленском уже ему не избежать политической и уголовной ответственности, потому что он узурпировал власть и не имеет права никакие властные функции выполнять уже на протяжении почти 2 лет. Это, ладно, отдельная тема. Допустим, каким-то там образом он хочет себя избавить от политической ответственности. Так пункты должны выноситься такие, которые ему
в случае, если он это не будет как-то легитимизировать через референдум путем снятия политической ответственности с себя и перекладывания ее как бы на людей, чтобы потом, вот пункты непопулярные, такие не очень себе, они мне, конечно, не нравятся, но раз народ решил, давайте вот подписывайте, устали от войны. Предположим, вот такая будет ситуация. Ну так и пункты должны быть такие, чтобы они Российскую Федерацию в случае чего удовлетворили или как-то были согласованы. А где из этих 20 пунктов что-то, что хотя бы каким-то эфемерным путем согласовано с Российской Федерацией? Ну, кроме первого. Там первое, да, Россия не отрицает, что Украина это как бы субъект международного права и Ну, является опять-таки, государством. Совет мира А и все Трамп главный. остальное... Совет мира и Трамп главный, понимаете? Так, а Трамп до китайской Пасхи будет этот Совет мира возглавлять? Или до конца своих полномочий? Или пока в ящик не сыграет? Там не уточняется. Не Потому что, уточняется, понимаете, Совет мира, что это за орган, с какими полномочиями он? Его возглавляет Трамп как президент США или Трамп как фигура? Ну, тут даже здесь целая куча вопросов. Трамп, он интересен в принципе, потому что он Трамп, или он интересен, потому что он занимает пост президента Соединенных Штатов, который через пару лет, скорее всего, он уже занимать не будет. Вот, как бы здесь ловушка. Или Совет мира существует только до тех пор, пока Трамп занимает этот пост президента США, и поэтому может легитимизировать эту позицию. Тоже, ну, турдом полный. Чтобы что-то согласовывать на референдуме, это что-то должно быть как бы номинально непопулярно в украинском обществе или спорно, да, особенно в свете того, какая политика транслировалась последние 4 года, даже больше, какой 4, тогда начало СВО все началось. Да, и чтобы потом опять кучка радикалов или 30 НКО очередное письмо не написали с требованием как там, не капитуляции, да, как было в 2019 году, когда приехал в глаза Путину посмотреть, а не для того, чтобы уже согласованный документ в нормандском формате подписать, чтобы опять такой ситуации не было, да, в принципе, как вариант, некоторый плебисцит как бы типа можно устроить. Но смысл будет, можно там, то, что многие граждане будут согласны с пунктом «Россия проигрывает, капитулирует, кается, платит и разваливается», но для этого не надо референдум проводить. И радикалы да, против не будут. Для А этого, смысл? для этого-то и война, понимаете, в этом всем. Ну, в том-то и дело. В этом всем раскладе. Но, конечно, начало года яркое. С Мадуро, как вы там выразились, дурь Мадуро, да? Теперь дурь каждого видна будет. Собственно, в 26-м год, когда действительно маски слетают со свистом. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, друзья. Подписывайтесь на Александра Шелеста и на меня подписывайтесь. Ссылка в описании и ставьте лайк. Друзья, всех с праздниками новогодними. Продолжим думать, что с этим совсем делать и анализировать. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.